Любопытный фрагмент про зеленые стены. И вот, в принципе, это в неком своем роде проблема. Потому что зеленая стена — это большая такая история, которая включает в себя и обслуживающую ее структуру, и много-много-много таких маленьких моментов, которые являются как бы деталями, но они важны. Вот тут ребята, они придумали комплексную систему. То есть они делают сам продукт, который можно уже интегрировать в интерьер, и больше ничего делать не нужно. Любопытно. Это фирма Заубен, и она делает вот такие вот симпатичные штуки. Вот такая зеленая стена. И это стильно, любопытно и эффектно. Это все история про устойчивое развитие, про вот все вот эти вот простые, ясные структуры, которые не вносят себя, не вносят свою эстетику, а поддерживают окружающую эстетику. Это тоже любопытно. Эти ребята используют такую гидропонную технологию, которая сохраняет воду, очень сильно ее экономит. Они используют датчики влажности, которые оценивают состояние воздуха в помещении. И они сделали свой ап, приложение, которое контролирует эту всю историю, с которой можно управлять процессом. Естественно, самополив, в зависимости от того, какие растения используются в данной зеленой стене, все это следится, отслеживается и работает достаточно автономно. И система следит и оценивает, насколько здоровы растения, насколько им, может быть, нужна помощь. И также она оценивает качество воздуха и уровень освещенности, то есть весь комплекс, который нужно растению, чтобы выживать в нашем человеческом мире, в мире интерьеров. Как я понимаю ситуацию сейчас, для того, чтобы принести историю с зеленой стеной там в интерьер, то нужно вот много денег, много проблем. И это проблемы с установкой, которые нужно выполнить прямо комплекс сантехника, освещения, электрической работы. И это все еще непонятно. Непонятно. А вот они делают комплекс, который просто ты берешь и интегрируешь в свою среду. И получаешь вот такой вот симпатичный и наглядный результат. Я бы такой себе поставил. Это все большой комплекс про историю с умным домом. Это все модули для интеграции вот в эту современную систему организации жилища человека. Надо сказать, меня безумно радует, когда вот такая вот зеленая история, она приходит в наш мир. Привет тебе, зелень. Я в прошлом году делал мастер-класс по перу и туши, да, по скетчингу пером и тушью в Яндексе, в московском Яндексе. Это было мега круто. Просто прям от башки. Это было просто супер. А потом мне удалось походить по Яндексу и посмотреть, как они там разрабатывают вот эту вот свою большую историю. И у них настолько озелененные офисы, настолько комфортно построенные, настолько удобно там быть, себя чувствовать, я думаю, работать, что это просто потрясающе. И вот такая штука, это, мне кажется, путь к тому, чтобы не только главная технологическая компания России могла таким образом предоставлять жизнь, быт, работу для сотрудников, но и все могли, да. Вот, супер хорошая инновация. Я тут перешел на их сайт, где можно посмотреть и больше получить впечатление о их разработке. Стильно, просто и любопытно, и не ломает идею интерьера. Мне кажется, она будет свободно работать с любым интерьером. Так хочется взять кресло и придвинуть его сюда и посидеть где-нибудь рядом вот с этой зеленой стеной. Ну вот тут, собственно, радостно авторы нам и показали вот эту вот ситуацию, вот этот контекст. Я прям чувствую себя сидящим здесь и смотрящим на природу, которая снаружи, и на природу, которая пришла сюда, в интерьер. Я уже хочу сидеть и не читать там свой смартфон, а я хочу сидеть и читать там газеты. Почему? Я не знаю. Бумажные газеты. И тут ребята показывают, что у них есть ап, приложение для телефона, и оно может работать. В данном случае оно говорит, что с воздухом все окей, с водой, с орошением все окей, и с освещением все окей. Растения могут жить, и все нормально.
А так драматично и прекрасно это выглядит с соответствующей подсветкой. Ну, балдеж же. Немножко по структуре и по размерам, кому интересно, ну тут ясно размеры в дюймах, но если вам интересно, вы можете переводить их в сантиметры. В общем, вот, я думаю, это стопудово тренд, это стопудово часть нашего будущего, и это простое, универсальное, крутое и очевидное решение. Непонятно, почему его раньше не было. Это как, вот, это должно было случиться, это случилось, и вот, оно уже с нами. Ну, естественно, эти ребята занимаются и таким большим озеленением, большие, зеленые стены, наружнее, не только внутренняя история, но не только интерьер, но и экстерьер. Вот это уже, понятное дело, рендер, но вот они думают и планируют, работают над этой структурой. И вот эта эстетика, в моей картине мира, в моем миропонимании, она никоим образом не конфликтует. Она, наоборот, во многом просто облагораживает вот эти модернистские тенденции с их простыми, типа ясными формами. Она, во всяком случае, приводит вот эту историю модернистской чистой мысли, она приближает ее к человеку. Она была оторвана от человека очень сильно. Мы это видим, потому что происходит с модернистскими зданиями во всем мире. Это драматичная история. И это никогда не место силы, не то, куда придет человек, чтобы смотреть, например, там, что я буду думать про модернизм, например, там, немецкий или испанский или итальянский. Что я там забыл? Нет, я пойду смотреть традиционную архитектуру, там место силы. А вот эта вот история, она приносит то, что может заставить модернистскую архитектуру, как мне кажется, жить в этом мире. Удивительно. И как будто бы природа приходит в наши города. Она возвращается. Мы ее оттуда выгнали, но вот таким образом она может возвратиться. И как превосходно это выглядит даже, именно с простыми, грубыми, натуральными, брутальными материалами. Как, шлифованный, полированный бетон, плюс зеленая стена, и плюс, или вид, окно, или картина. Как это превосходно выглядит. И как потрясающе стильно и со вкусом работает вместе. Также краткая ретроспектива. Они ходят, конечно, и в озеленение крыш. Это все, такая взаимопроникающая история. Вон там модуль вот этой вот зеленой стены и работает и снаружи, и внутри. Природа приходит в архитектуру и наоборот. И сам комплекс, когда работают вместе, устойчивая архитектура, когда работают вместе и солнечные панели, и зеленые крыши, вот это еще не очень понятно, как оно может быть. Зеленые крыши такие, что у них проблем-то нету. Такое уже делают без вопросов. Садики и внутри в интерьере. Вот та история, про которую мы говорили, которая является темой этого видео, да. И как симпатичные, превосходно могут работать зеленые стены просто как арт-объект. Они настолько, зелень природы настолько прекрасна, что она может быть объектом скульптуры, элементов интерьера, архитектуры сама по себе. И это же невообразимо хорошо сесть здесь и посидеть. И это просто природа. Это просто фрагмент природы, вынесенный в интерьер какого-то выставочного павильона. В общем, надеюсь, вам понравилось. И, вот эти вот идеи того, что природа приходит в архитектуру, и архитектура приходит в природу, вам тоже близки и интересны. Я слежу за такими тенденциями и, тоже рассказываю про них на своем канале. Да. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Меня зовут Эдуард Кичигин. И внизу смотрите много обучающих видео в свободном доступе про рисование, скетчинг и все вот эти вот истории. Если хотите поддержать, там тоже ссылка есть на Boosty и Patreon. На Boosty я даю эксклюзивную информацию. В общем, всем чао-чао, пока.